Давайте сегодня очень вкусно щучку пожарим. Такую вот. Она в хрустальной глазури. Я показывал. Здесь то ли показывали, как так сделать. Но я ее сверху пленочкой еще обернул пищевой, чтобы не испарялся лед. И сегодня пожарим рыбу по очень-очень вкусному рецепту. Попробуйте, просто пальчики оближите. Рыба вся пойманная самолично. Вот. Ни рыбаки не угощали, ни на базаре не покупалась, но собственными силами. Вот. Мы обычно на канале показываем только то, что сами добыли, а не то, что там дали. Сегодня давайте приготовим щуку в очень вкусной и нежной панировке. А сама щука получается очень сочная, но просто не оторваться. Щуку я уже почистил, срезал с нее чешую. Кто с технологией не знаком, 7 лет назад на канале выходило видео, как это сделать, как с замерзшей щуки срезать чешую. Что ни соплей, ни грязи, ничего нету. Получается очень здорово. Вот ссылочку под видео оставлю, кто не может найти. Заходите, смотрите, пользуйтесь. Сейчас много кто пользуется, много кто это видео дублирует. Так что свой трофей не грех самому и приготовить. Что нам понадобится? Ну, конечно, виновница торжества, щука, яйца, желательно домашние, соль, перец, либо смесь перцев, либо просто черный перец. И мука, небольшое количество. Вот и все ингредиенты. Ну, конечно же, еще и посуда. Щуку почистили. Теперь порежем. Сделаем филе без косточек. Щуку режем на кусочки. Замерзшую. Видите, она не потрошенная еще. Этот способ также у нас на канале есть в доступе. Так проще ее разделать, она будет чище, меньше будет грязи. Все, вот она, полностью замерзшая. Все, и отсюда достаем, пока они не растаяли. Они очень хорошо достаются. Достаточно подковырнуть. И все. Видите, чистенькая получается какая. Кровь долой. Тоже не нужна. Тоже удаляется замерзшая прекрасно. И блюдо у нас такое, что без костей готовится. Поэтому мы позвоночник тоже удаляем. Ну вот он, видите. Ну вот кусочек. Так, с другой стороны убираем кровь. Остатки внутренности. И вот кусочек. Чистенький вообще, аккуратненький. Хоть соль макай и ешь.
Шучу. Это щука. Щуку так нельзя. И с каждым кусочком это повторяем. Я взял обычный нож. Я давно что-то отковал с рессоры. С двусторонней заточкой, потому что все равно лезвие получается ровный. Не как якутским. Тоже можно ровным, но там надо какие-то усилия прилагать. А здесь рез ровный сам по себе. Ну вот последний кусочек. Можно его тоже разделить, чтобы удобно было на две части. Вырезать позвоночник. И готово. И рыба у нас фактически готова. Теперь мы маленечко подождем. Чуть-чуть она подтает. И уберем ребра. Ребра нам ни к чему. Такое блюдо, что его приятно есть, когда костей нет совсем. Удалили с рыбы ребра. А мы пока приготовим зелье. Нам понадобится соль. Ну, прикидываем, сколько рыбы у нас, сколько соли надо. Здесь где-то, наверное, нужна ложка соли. И добавляем туда смесь перцев. Можно просто черный перец. По вкусу, кто как любит. Кто-то посильнее любит, кто-то послабее. В общем, добавляем. Перемешиваем все. Струганину кто делал, знает, да? Такой же состав делает. Теперь берем нашу рыбку и этим составом посыпаем. Еще сильно не отошла еще. Сейчас пока будет отходить. Пропитается хорошо. Рыбка соль любит, но пересолить все равно нежелательно. Когда мы рыбу всю посолили, оперчили одновременно, минимум полчаса ей нужно постоять. Лучше час. Должна полностью оттаять и начать пропитываться этими специями. Пусть стоит. Мы пока займемся приготовлением других ингредиентов. Берем яичко и в тарелку. Берем второе и туда же. Эти два яйца берем вилочку и все это разбалтываем. Здесь солить не обязательно, у нас же рыба будет посоленная. Я как миксер.
Нож вытереть надо всегда. Как поработали ножом, надо вытирать. Ну вот, примерно такого состояния. Все, ждем время, чтобы у нас рыбка начала просаливаться. Ну все, рыбка у нас готова, просолилась. Теперь влем яичко и сверху просто поливаем все это дело. И перемешиваем. Большая часть у нас процесса сделана. Вот. Перемешали. Пускай минут 5-10 полежит в яичке. И продолжим заниматься приготовлением вкусного блюда. А пока между делом в чашку насыпаем муки. Просто мука белая, пшеничная. Конечно, можно было бы на электроплитке все это сделать. Но, ребята, согласитесь, когда топится дровяная печь, да пожарить рыбку, да на печке, на нормальном огне. Вот, ждем, когда нагреется сковорода. Здесь у нас наготове мука и рыба. Дальше все просто. Достаем рыбу из чашки. Сейчас я настрою камеру маленько так. Хорошо в яичке ее смачиваем. Потом муку. Оп. И сейчас у нас нагревается сковорода. Ну, все это дело на сковороду. А можно и начинать. Рановато. Почему я кладу мясом вниз, а не шкурой? Потому что шкура потом начнет деформироваться от жара, и рыба у нас получится кривая. Поэтому лучше, по-моему, лучше начинать с той стороны обжаривать. Здесь Толя в городе. Сейчас я рыбы нажарю и к нему пойду.
Яичко, получается, поры закупоривает, и влага с рыбы не уходит. И рыба получается очень сочная. Ох, горячо у печки как, а? И вот, ребята, получилось такое блюдо. Просто обалденная вкуснятина. Пробуйте, готовьте очень быстро, очень вкусно. Жалко, вкус камера не передает и запах. Но это просто чудо. Свежепойманная щука первой заморозки в панировке из яичка с мукой. Приятного аппетита, кто будет пробовать. Снимаем пробу, горячая. Во. И с солью угадал. Надо чай наливать по-любому. Все. Всем пока. Я за чаем.